Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы начинаем наш вечерний лайв. Сейчас одну буквально секундочку. Я в соцсетях поделюсь этим видео, только я его пока не вижу. Сейчас. Так, вот оно, да? Есть. Раз. И в группах. Все, поехали. Начнем мы с того, что сегодня 12 апреля, и, в советское время был День космонавтики. На самом деле это условно, конечно, это моя личная классификация, это второе по важности событие в менталитете совков. У них в истории всего было 3 положительных момента, которые они считают. Это Октябрьская революция, это День Победы и это 12 апреля полет Гагарина. Революцию они как-то постепенно сами незаметно для себя затерли, забыли, и осталось 2. День Победы и полет Гагарина. То есть вот это вот то, вокруг чего сегодня крутится половину их жизни. И как положено в их квази-культе, в этой квази-религии, в которой Путин бог, то Гагарин — это один из главных, самых почитаемых святых. О нем нельзя говорить плохо, ведь он добрый, у него такая улыбка, он такой великий, он такой чудесный, он наш Юра. Собственно, в чем была его заслуга? В том, что сначала запустили белку со стрелкой собак, которые облетели в неконтролируемой этой капсуле вокруг Земли, а потом отправили его. То есть от него ничего не зависело, он просто сидел в этой капсуле. Просто взлетел, просто прилетел. Он даже ни на что не нажимал. Там, я не знаю, вообще были ли там какие-то кнопки в принципе. Но после этого началась какая-то совершенно нереальная его раскрутка. Его везде возили, обязательно в форме. То есть не просто в каком-то там костюмчике. Он в форме всегда вот советский летчик. И лепили вот этот вот образ святого Юрия Гагарина. И он стал таким образом легендой. Я даже сейчас не хочу затрагивать конспирологию, которая говорит, что вообще никакого полета не было, что потом его убили КГБ. На самом деле это не имеет никакого абсолютно значения, был этот полет или не был, потому что он миф, и миф уже живет своей жизнью. То есть если завтра всплывут доказательства, что никакого полета не было, это, поверьте, ни насколько не поколеблет их почитание этого мифа. Это... Я, по-моему, рассказывал эту историю, когда, вы, наверное, все знаете, что миф про 28 панфиловцев – это выдумка. Это выдумал советский журналист, это, в общем-то, общеизвестный факт. И более-менее адекватные советские историки признают, что это миф. Но, как вот у меня была дискуссия, есть у нас такой тут здесь активист пропутинский Шаповалов в Фейсбуке, и он говорит, ну и что выдуманная история. Зато правильный миф. Вот и Гагарин – это правильный миф, который живет своей самостоятельной жизнью. Как так получилось, что за более чем 70 лет существования Советского Союза у них только 2 положительных момента было, 2 достижения? Победа во Второй мировой войне и полет Гагарина, я не знаю. Но я знаю точно, что Гагарин, наверное, носил георгиевскую ленточку, голосовал за Путина, а все остальное уже не имеет никакого значения. Поэтому я об этом просто упомянул, потому что сегодня у них у всех истерика, у них у всех фотографии Юрия Гагарина, они все помнят, все гордятся, могут повторить и все такое. Это такая, знаете, разминочка перед 9 мая. То есть это такой это малый праздник. Большой праздник у них 9 мая. Да, ладно. Давайте теперь переходим к политическим новостям, которые более важные. Сегодня в Кишиневе прошло мероприятие под таким ярким названием «Форум реинтеграции». Тема форума — объединение 2 берегов Днестра, Молдовы, правый берег, левый берег. Все знаете, что на левом берегу существуют оккупированные районы, которые контролируются Россией практически на прямом управлении, так называемая Приднестровская Молдавская Республика. А на правом береге вся Молдова, на левом береге вот этот анклав. Да, но... Форум имел высокий уровень организации, то есть все сделано было на высшем уровне. Молдавские, украинские, европейские, американские дипломаты. И какое ощущение складывается по анализу всего контента, о чем там говорилось, что как будто о чем-то договорились. То есть есть какой-то договорняк, как любят говорить конспирологи, но пока непонятно о чем. То есть если договорились о том, что нужно соблюсти интересы России, а на это указывают некоторые выступления, то это очень странный такой консенсус. В общем-то, риторика западных партнеров заключалась в том, чтобы подчеркивать роль прямого диалога между Тирасполем и Кишиневым. Дескать, вот вам новый формат 1+1, который он почти как 5+2, но теперь 1+1.
Киев неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация не может быть участником этого процесса, потому что она страна-агрессор, она как бы не приемлет никаких вообще в принципе переговоров, она всегда все строит на насилии, и Украина не хочет вообще находиться за одним столом с такой страной. Но, да, и даже президент Зеленский называл этот формат 5+2 мертворожденным. Но, тем не менее, форум прошел. Обожаю вообще такие форумы. Знаете, вот меня, ну, я сейчас немножко с сарказмом говорю, меня восхищают масштабы таких вот форумов, такие, сколько на это тратятся, такие хорошие залы, хорошая аудиоаппаратура, там все как кофе-брейки, умные лица выступающих. Это, да, это прекрасно. Нет, ну, чтобы вы не подумали, что я, ну, раз я так саркастично об этом говорю, что я против. Я не против. Окей, пусть говорят, почему нет. Но просто хочется понять, как это вот на практику все переложить. Ну вот все там такие умные, все что-то рассказали, а дальше что? Пока вот я этого не понял, и, ну, посмотрим, какие будут результаты. Ну, от этого форума, скорее всего, никаких вообще, но в принципе вот начинают сейчас продвигать некоторые идеи, некий новый формат, 1+1. То есть напрямик Кишинев говорит с Тирасполем. Уже здесь есть некоторые логические изъяны, потому что Кишинев волей-неволей, он все-таки связан с Европейским Союзом, потому что мы туда стремимся, и мы как-то должны оборачиваться на то, что они думают по ситуации. Тем более, что вот представитель Евросоюза на этом форуме сказал, что как бы еще раз дал понять, что, ну, в крайнем случае можно в Евросоюз войти и без того, чтобы ждать, пока произойдет реинтеграция. Дескать, ну, мы войдем, как бы, да, это будет считаться Молдовой, да, это будет считаться частью Европейского Союза, но на сегодняшний день неконтролируемая часть, поэтому вот так. Но все-таки, как это все перевести в какую-то практическую плоскость, ну вот следующий шаг должен быть вот такой, а после него вот такой, а потом вот произойдет так, а потом произойдет так. Понимаете, когда некоторые радикалы говорят, так слушайте, ну просто Украина заходит в Тирасполь, дает по ушам всем этим мафиозникам и как бы... Да, понятно, что это сценарий, он такой немножко, ну, мягко говоря, странный, потому что он практически сегодня невозможный. Киев прямо говорит, мы не можем это делать без разрешения Молдовы, а Кишинев никогда, я думаю, на это не пойдет в силу многих причин. Поэтому сценарий выглядит, ну, фантастическим. Но при всем при этом это хотя бы сценарий. То есть понятно, шаг 1, 2, 3, 4, 5. А вот эти все разговоры, ну, нам надо переговоры, нам надо разговаривать, надо больше встречаться, там, больше выпить кофе. Вот это непонятно как-то. Вот я просто не догоняю, какие будут результаты у вот этих вот переговоров. Будет этот формат 1+1 или 7-9 или 15 делить на 2, но все-таки. Да, ладно, теперь давайте про политиков наших поговорим. Дадон сегодня... подождите. У нас же сегодня есть приветствие от вас. Давайте посмотрим, кто нас сегодня приветствует. С нами сегодня Тицканы, Качулия, Акрингтон, Подмосковье, Тегина, Хартоп, Штефанводы, Рашкановка, Кишинев, Иерусалим, Бельцы, Чикаго, Купчин, Ватра, Ботаника, Солт-Лейк-Сити, Телецентр, Дорлешты, Старая почта, Буюканы, Слюбицы, Польша, Веверица, Москва, Рыбница, Киссинген. Интересное название. Это где такое? Бушевка, Очаков, Рим, Даллас и другие. И первый вопрос, почему не прищучат Гуцул? Сейчас давайте дойдем до Гуцул. Сначала давайте поговорим про Дадона. Дадон сегодня записал этот свой пятничный видосик. И, знаете, там он прямо вот... Он озвучивает такое впечатление, что вот он, когда встретился с Гуцул, она ему сказала так, значит, Игораш, вот эти темы мне сказали там в Москве, вот мы все их должны продвигать, поэтому вот давай. И вон сегодня понесло. Говорит, что, ну вот же вы видите, вот смотрите, Гуцул добивается, что регионы напрямую выходят с Россией, сотрудничают, договариваются, инвестиции, там какие-то эти вот проекты, там поставка овощей, фруктов, то есть, он говорит, так и будут остальные регионы, все будут напрямую договариваться с Россией, потому что в Кишиневе власть такая нехорошая, почему-то не хотят дружить с Россией. Странно, вот, ну, наверное, что-то с этой властью не так. Как можно не хотеть дружить с такой прекрасной страной, которая, ну, всего лишь там иногда уничтожает, ведет геноцид соседних стран, иногда к нам залетают их там дроны и ракеты. Ну, это же мелочь, господи, что такого-то? Ну, подумаешь. Ну, Дадон-то их любит все равно, это же главное. Да, но общая тема вообще, которую вот они сейчас продвигают, это разжигание сепаратизма. Вот когда он говорит, что и после Гагаузии, и другие регионы Молдовы начнут напрямую договариваться
договариваются с Москвой чуть ли не все. Хотя я себе не очень представляю, то есть, ну, какие-то там, условно говоря, не знаю, там Штефан Воды там или какие-то другие районы, Ханчеш там напрямую будут договариваться с Москвой в обход Кишинева. Прямо вот как отдельная Ханчешская республика. Наверное, об этом мечтает Дадон и его кураторы, чтобы была Ханчешская народная республика, там, не знаю, Лиовская народная республика, Рыжканская народная республика. Нормально, да? Потом он говорит, Санду хочет ликвидировать Молдову. Вот прямо, знаете, тут он даже Шора переплюнул. Потому что Шор говорил, что Санду делает плохо, потому что она злая, она плохая. А Дадон говорит даже, так, вообще она хочет Молдову ликвидировать. Все, у них план готовый, вот прямо возьмут и ликвидируют Молдову. Все, не будет Молдовы, будет дырка вот в этом месте на карте, и никакой Молдовы. И все, и солдаты НАТО будут по этой дырке ходить. И он это говорит, знаете, на таком, знаете, как бы на серьезных щах вот прямо сидит, как будто он в адеквате, вот рассказывает вот эти вещи. Да, у Санду такой план, она хочет ликвидировать Молдову, когда там тоже говорят всякие их там эксперты, что она, оказывается, ярая унионистка, понимаете, вот такая ярая, что я вообще в жизни от нее не слышал ничего про унионизм. Но она прямо ярая унионистка. И хочет Молдову уничтожить. Дадон знает, да. Вот она по секрету ему рассказала, где-то вот там, когда, наверное, ключи от президентуры он передавал, и она ему говорит, Игорь, я хочу Молдову уничтожить. Вот такой план. И живи теперь с этим. Вот он терпел, 3 года, решил нам рассказать, что вот, оказывается, 4 уже года. Оказывается, она хочет уничтожить Молдову. И, ну, на самом деле... И в этой же мысли он продолжает, что она хочет привести НАТО и войну и так далее. Вот на сегодня это, наверное, главный нарратив всех прокремлевских у нас в Молдове. Это, видимо, там в каких-то их кабинетах кремлевских разработали Санду война. Вот они это сейчас проталкивают просто буквально все. Это говорит Влах, это говорит Дадон, это говорит Цирди, это говорит Кику, это говорит... Короче, все, кто там есть, все это говорят, что Санду это война, вот скоро, говорит, начнется война. Это вот прямо вот, он при том говорит, что вообще он там договорился до таких вещей, он говорит, она сюда приведет войска НАТО, это спровоцирует Россию, и все, мы станем полигоном военных действий. То есть, понимаете, Россию спровоцирует то, что, ну, во-первых, начнем с того, что никто сюда войска НАТО пока не приводит, и даже речи, к сожалению, об этом не идет. Ну, то есть... Россию спровоцирует то, что на территории независимого государства мы делаем то, что хотим. Не то, что они хотят, а то, что мы хотим. Как вы смеете, молдаване? Да вы что, вообще без разрешения Путина? Как вы посмели? Дадон этим возмущен до глубины души. И говорит, как бы обращаясь ко всем своим коллегам по прокремлевскому пулу, говорит, прекратите мериться кандидатами. Исчезнет страна, давайте вместе. Ну, тут он продолжает исполнять свою эту роль. То есть, что, дескать, нет, я не хочу быть кандидатом. Давайте вместе, давайте решим, кто самый сильный, будем его продвигать. Нет, это не я. Но на самом деле вот сегодня я понял 100%, что он мечтает лично быть кандидатом, потому что он сказал о том, что когда мы вернемся к власти, мы там сделаем то, мы сделаем это. И как бы несколько раз намекнул, что вот при Санду будет война, а вот при другом человеке, который... как бы начинает описывать себя, то войны не будет. То есть, ну, никакого сомнения, что именно он хочет быть. Да, понятно, что у него будут большие проблемы, если он все-таки пойдет против воли шефов с Москвы и начнет выдвигаться как бы вопреки. То есть они, условно говоря, сделают ставку там на Влах, например. И тут такой Игорь Николаевич, и я тоже пойду. Ну, тогда и там зажмут что-то его брату в Москве, там с детьми его что-то случится, ну, не настолько плохое, но там отчислят из университетов, условно говоря. То есть может хапнуть проблем. Поэтому он сейчас пытается как-то так вот играть такой, не-не-не, я не хочу, ну, но вы же понимаете, ну, кто же, если не Дадон? Ну, разве это непонятно? И вот потихонечку пытается это все протолкнуть, пока у него не очень получается, но очень хочет. Вот я сегодня это прямо увидел воочию. И, в принципе, вот сегодня весь его этот лайв был посвящен вот этому главному российскому нарративу. Он сегодня главный. Я не знаю, может быть, они к выборам придумают что-то новое. Будет вообще другая тема, за которую они будут там раскачивать ее. Но сегодня война неизбежна. И это война, потому что, как они говорят, президент Санду. Поэтому вот сейчас они это продвигают и гиперактивно. Все. Один нарратив. Они даже как бы не стесняются, что они палятся, что у них у всех одна и та же методичка, при том, что методичка, которая не имеет под собой даже основу какую-то. Потому что когда, ну, хорошо, Санду война, а
война кого с кем? Ну вот она там, вот НАТО. Подожди, кто на кого нападет? Вот война — это же не вши, которые от грязи заводятся. Это действие, которое кто-то начинает. Кто начнет? Санду начнет войну? Окей, против кого? Против России? Против Румынии? Может быть, на Китай нападем? Он сегодня говорил про Китай, что с Китаем не хотят почему-то дружить тоже. Странно вообще. Да, и вот на этом вопросе они пока сыпятся, кто на кого нападет, но война точно война. Да, не знаем, кого против кого, но Санду. Это Санду виновата. Да и, в общем-то, судя по всему, и в Украине война тоже из-за нее произошла. Тут прав, значит, Шор. Злая она просто. Вот везде войны в мире начинают за последние 100 лет. Да. Сегодня появилась информация о том, что в сети ВКонтакте, есть такая сеть, кто не знает, это, ну, скажем так, русский аналог Фейсбука, появилась ферма ботов, которая работает против Молдовы, конкретно, целенаправленно, во всех группах. Как пишет агентство, сейчас в этой ботоферме есть минимум 24 аккаунта, первые из них начали работать еще год назад, но вот в конце прошлого месяца и в начале этого они начали действовать очень активно, и к ним добавились еще, продолжают добавляться новые аккаунты. Эти боты критикуют не только правительство Молдовы в целом, но лично президента Майю Санду, а также партию ПАС. И боты притворяются противниками евроинтеграции, пишут о потенциальном порабощении страны Румынии. Ну, короче, все в таком смысле. Вот если хотите себе представить, как должен выглядеть пророссийский бот, просто послушайте Цирню. Почти 99% совпадения. Кстати, уже и Додона тоже. Они теперь примерно одинаковые. Ну, на самом деле, это не новость, потому что, как пишут, 24 аккаунта, даже смешно. Аккаунтов сотни, которые работают вот на этих нарративах, их все больше. Но что интересно, кстати, я вам говорил, у меня было уже несколько проектов с американцами по поводу мониторинга социальных сетей Молдовы по определенным каким-то параметрам, то, что их интересовало. И как бы была задача мониторить все, и я пытался и с одноклассниками работать, и с ВКонтакте, и понял, что на самом-то деле там комментариев именно очень немного. То есть, условно говоря, в Фейсбуке, в каких-то политических группах могут быть там десятки, там, да, сотни комментариев под одним постом. В Одноклассниках это крайне редко случается. 2-3 комментария, притом такие абсолютно дебильных, там типа «Ура, ура», там, или «Вперед-назад», ну, короче, чушь всякая. Поэтому, то есть, да, я могу поверить, что там ботов меньше, чем в Телеграме, чем в Фейсбуке, но, тем не менее, они есть. И опять-таки, на кого они влияют, учитывая, что в ВКонтакте и в Одноклассниках сидят в основном пророссийские элементы, то есть, ну, которые более-менее люди политически грамотные, редко там бывают. Молодежь сейчас вообще не сидит уже в этих социальных сетях, я имею в виду, там, вот, ну, подростки там, от 14 там, до 18 лет, сейчас ТикТок максимум, уже как бы традиционные соцсети их мало интересуют. Поэтому вот так. Но понятно, что все-таки ботов много, и учитывая, какие деньги вкладываются в то, чтобы нам тут нагарить, я думаю, что их может стать еще во много раз больше. Я вам напомню, что в Украине, особенно в прошлом году, даже в конце позапрошлого года, когда уже война шла, выявлялись по всей Украине, да, это больше в 22 году было, ботофермы, там вот показывали на видео, которое СБУ выкладывало, такие, знаете, как, типа, как даже, не знаю, сказать, типа ящик, в котором сотни, а иногда там несколько сот этих сим-карт, то есть которые имитируют заход с многих телефонов, то есть сложные компьютерные системы, которые рассылают вот эти вот сообщения от имени многочисленных пользователей, которые каждый, он там со своего отдельного IP, со своего отдельного телефона, то есть очень такая продуманная система, и вот их выявляли очень много именно на территории Украины. Сейчас там такого, ну, почти уже, наверное, не осталось, но тем не менее, что им мешает это устроить в Молдове? Притом они даже не особо шифроваться будут сидеть там в офисе социалистов, в редакциях этих всяких СМИ наших, которые кто-то еще сохраняет редакции, кто-то уже перебрался полностью на квартиры работать. Поэтому вот как бы, если надо будет такое искать, надо искать сначала там, оно будет у них. И, конечно, да, многие скажут, ну, да, посмотри там на Поинте, там у них сотни этих вот ботов. Я думаю, там на самом деле не все боты, даже, наверное, большинство это не боты, это
просто реально вот такие люди. Ну, если их можно назвать людьми, которые там ставят восхищенные лайки там под новость о том, что в Украине бомбой убила ребенка, ну и все в таком духе. То есть это не боты. Потому что боты продвигают конкретные нарративы. Они там не ставят какие-то лайки. Могут ставить, но обычно у них нет такого задания. Поэтому это просто обычные полоумные. Но как бы боты тоже заселяются. И у нас, особенно в русскоязычном интернет-пространстве, в Молдове, они полностью доминируют и, в общем-то, скручивают мозги этим бедолагам по полной программе. Теперь давайте немножко про команду Шора, про их дела. Вот то, о чем вы меня спрашивали по поводу ГУЦУЛ. После поездки в Москву, в принципе, я вижу, эта команда радикализируется уже прямо вот по-настоящему. И, судя по всему, они уже переходят на другой сценарий. Они поняли вот то, о чем я говорил неоднократно, что им не дадут здесь играть в политику с большими деньгами, с малыми деньгами, неважно, никак не дадут. Поэтому они начинают уже по-другому. То есть, судя по всему, они переходят к каким-то радикальным сценариям, там, развал страны, революция, не знаю что. Ну и вот сейчас... Сначала, до того, как рассказать, как они именно это делают, тоже на этой неделе ГУЦУЛ опять изображала из себя жертву. Опять, как в прошлый раз, помните, она когда с Москвы возвращалась на самолете, ну, они там с пересадками как-то летят, она объявляла, что ее арестовывать будут, и что уже все готово, и вот увидите. И всякие там этих, типа, инсайдеры, у нас есть там информация, что уже отдан приказ, Майя Санду лично стоит и в бинокль из окна президентуры смотрит, когда там провезут в тюрьму ГУЦУЛ. Но, как и в прошлый раз, никто ее, естественно, не арестовывал, но, тем не менее, вот притащили туда опять этих бабушек к аэропорту, типа, защищать ГУЦУЛ. В общем-то, опять из нее делают жертву. И я бы, на самом деле, на месте ГУЦУЛ, я бы не боялся, что ее арестуют. Наоборот, для нее это было бы большим благом. Я сейчас говорю это абсолютно серьезно. Потому что, знаете, я на прошлой передаче говорил о том, что я считаю, что ее хотят сделать жертвой, но я имел в виду, что, то есть вот ее сейчас раскручивают, у нее Соловьев интервью берет, тот главный пропагандон, с ней встречается Путин, с ней встречаются все местные политики молдавские. То есть из нее прямо делают величину. Прямо вот Соловьев говорит, а, вы же Санду победите на раз-два. Он говорит, да, конечно, победю, я ж такая красивая. И вот они ее раскручивают. Я на прошлой передаче подумал, что, ну, наверное, под то, что по ее уголовным делам ее в итоге посадят, и они вот будут, вот, режим нас прессует. Но вот потихоньку я прихожу к мнению, что может все быть гораздо хуже. То есть... Им нужна жертва, но не жертва, которая сидит в тюрьме. А вот помните, как у нас тут одна бывшая журналистка, которая и сейчас думает, что она журналистка, во время событий 7 апреля рассказывала тогда, когда была у нас тут эта революция Твиттер, что там убили девушку на ступеньках парламента. И вот прямо это называется сакральная жертва. Это часть технологий цветных революций. И вот, чтобы нам не сделали такую жертву, чтобы там девочку в беленьких трусиках не распяли где-то на ступеньках парламента, вот лучше бы ей реально сесть в тюрьму, чтобы никто из ее коллег не захотел ее использовать в гораздо более худшем виде. Поэтому вот я думаю, что ей было бы об этом очень серьезно нужно задуматься. Ну и, кстати, этот спикер Народного собрания, который с ней летал в Москву, Дмитрий Константинов, он, когда его журналисты там в аэропорту в Кишиневе встретили, он говорит, мы знали, что нас тут будут встречать эти, ну, типа арестовывать. Говорит, поэтому проверили телефоны, все проверили. Вот мне хочется спросить, а что у вас в телефонах было, что вы проверили? То есть что-то вы стерли, чего не должны были увидеть спецслужбы Молдовы, которые якобы вас хотели арестовать? Ну так расскажите, нам же интересно, а что там у вас было такое? Переписка с кем там? Какие-то приказы от ФСБ, от какие-то политтехнологи вот эти вот, которые как приезжали к нам там лет 6 назад, или когда это было, там 4 года назад, 5 лет назад, консультировали местных политиков, ФСБшники, гипнотизеры и так далее. Расскажите, это же интересно. Да, ну а теперь конкретно, почему я говорю, что они занимаются уже вполне себе конкретным сепаратизмом. Несколько заявлений ГУЦУЛ. Она говорит, что власти автономии работают над тем, чтобы закупать газ у «Газпрома» напрямую. И уже решаются юридические и технические вопросы. Как бы возникает логический вопрос. Первый. А как это вообще возможно? То есть у вас есть какая-то своя отдельная сеть, которая не Молдова газ, не это вот. То есть как вы купите вот для Гагаузии? А можно я себе в квартиру куплю какой-то газ напрямую, там, не знаю, у Катара или где там самый дешевый газ в мире? Напрямую себе вот, куплю и как? То есть Гагаузия каким-то образом это может купить. Каким образом? Как это получается? То есть им уже Кишинев как бы и все вот эти там НАРЭ и так далее, их это не интересует. Потом она говорит далее.
наши пенсионеры и бюджетники начнут получать первые надбавки уже с 1 мая. И она имеет в виду вот эти карточки, которые карточки МИР из России. То есть как Россия доплачивает пенсионерам в так называемом Приднестровье, то есть она будет получать уже и доплачивать здесь у нас в Гагаузии. Это как вообще? То есть мы независимая страна или мы Приднестровье? И далее говорит, Россельхознадзор официально уведомляет, что вот уже сейчас разрешен ввоз сельхозпродукции из Гагаузии на территорию РФ. Россия в очередной раз протягивает нам руку помощи. А дальше что будет? Дальше Россия пришлет вам мэров, которые будут в помощь управлять вами. Может быть, помогут перейти вам на российскую школьную программу, откроют новые какие-то российские СМИ у вас там, пришлют пограничников, чтобы сделать границу между Гагаузией и остальной Молдовой. Если это не сепаратизм, что вообще такое сепаратизм тогда? Объясните мне, пожалуйста, вот это что происходит? И вы мне когда пишете, а почему с Гуцул ничего не делает? А я тоже такой же самый вопрос хочу спросить. Почему? Вот человек делает, у нас есть как бы закон о сепаратизме, у нас есть, она в принципе ходит под уголовными делами, и почему вот это вообще все возможно? Как это возможно? Почему, если это происходило бы в какую-то там, я не знаю, в Латвии или в Литве, или в Польше, или в Италии, или где угодно, то человек бы уже сидел, а у нас все окей. То есть мы самая демократичная в мире страна, у нас не сажают за попытки вот развалить страну. Это как? По меньшей мере, это странно. И не потому, что я такой кровожадный. Да, в принципе, я вообще против того, чтобы людей закрывали за какие-то, скажем, не связанные с насилиями, с кражами и преступлениями. Там типа налоги там, и так далее, политические какие-то активности. Но это же ведет к тому, что за этим последует и насилие, и кровь, и все остальное. Не бывает так, что вот страну пытаются искусственно разорвать, и это проходит без всяких проблем. Бывает, но крайне редко. Поэтому ситуация, как по мне, очень опасная. И то, что некоторые делают вид, что это, что подумаешь, предвыборный год, там каждый развлекается как может. Нет, это не так. Это все гораздо серьезнее. Президент Санду побывала на этой неделе в Гагаузии, вот на днях буквально, и встретилась там с мэрами и советниками, в частности, 3 крупнейших местных населенных пункта: Камрат, Чедарлунга, Вулканешты, и также там были представители Народного собрания Гагаузии. Кстати, что интересно, у всех этих пророссийских, особенно у шаристов, полыхнуло просто нереально. Да как она посмела? Да это же наша почва, это же мы тут работаем, мы тут народ окучиваем, а она влезла на нашу территорию. И на самом деле очень хорошо, что влезла, потому что мы тут у нас на АВТВ об этом говорим, сколько вот мы работаем, а до этого еще на сайте АВМД писали еще 15 лет назад о том, что в центральной власти Кишинева не работают с Гагаузией так, как надо работать. То есть вы хотите, чтобы они были как полноценным регионом Молдовы, без всяких вот этих вот сепаратистских закидонов, так работайте с ними, встречайтесь, разговаривайте, налаживайте контакт, помогайте где-то. И да, вот у нее вроде получился сейчас контакт с этими мэрами, с советниками, но как бы хорошо, но поздновато как-то. Надо было начинать намного раньше. Все-таки уже президентский срок подходит к концу, надо было активнее ездить в Гагаузию, встречаться с ними, работать. Ну, ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И понятно, что диалог должен быть с адекватными местными лидерами, не с табуретками. И, видимо, то есть Санду как раз нашла там с кем разговаривать. Ну, конечно, особенно истерили все эти, особенно шоровские телеги по поводу безопасности. И там всякие эксперты вышли и начали: смотрите, Санду боится народа. То есть, по их мнению, вот Шор там привез этих бабушек кричащих, Санду должна была выйти из машины, вступить с ними в дискус, доказать им своими аргументами, что они приехали за 500 лей. Им сказали: придет Санду, орите на нее, свистите, истерите. Кому что доказать? То есть, какой психически здоровый политик пойдет в толпу, которую привезли за деньги, чтобы сорвать встречу? Санду боится людей. Да, она, может быть, и боится людей, и правильно делает, что боится, потому что она сегодня для России в Молдове враг номер 1. И ее бы физическое исчезновение решило бы очень многие проблемы для России, в том числе и на выборах президента. Поэтому меры безопасности, я считаю, должны быть еще более серьезными. И это не вопрос в ней, не вопрос в Санду, это вопрос в Молдове, чтобы мы сохранились. Поэтому
вот этих истерики, что вот она испугалась бабушек. Этих бабушек вообще-то нормально пугаться, таких, которые готовы ради 500 лей там стоять полдня на жаре, на ветре, на морозе, когда у нас зимой. И то есть, от такого человека можно ожидать чего угодно. Да. Еще переходим к следующему политику, тоже из числа проевропейских. Андрей Настасин. Забыли? А он есть. Он заявил, что готов к участию в президентских выборах. Ну, как бы так, типа, дескать, еще нет, но уже почти да. Ну, это, знаете, это почти как Тарлев. То есть это... Ну, да, у Настасы шансов чуть больше, но почти так же смешно. Я ему, это мое как бы субъективное мнение, я ему не особо доверяю, потому что, ну, вы, наверное, помните, что в свое время Усатый намекал в интервью, показывал там какие-то сметы московские, что они там столько-то тратят на кандидата АН, а у нас других кандидатов АН, кроме Настасы, не было. Потом я помню, как Настаса голосовал в ПАСЕ, в интересах России, потом оправдываясь тем, что хочет, чтобы в России была демократия, поэтому он проголосовал так, как им нужно было в парламентской ассамблее Европы, хотя это противоречило интересам и Молдовы, и Украины, и Евросоюза, но вот России было это очень выгодно. Я уже не помню, какой там был вопрос, но он по нему проголосовал за Россию. И то есть, поэтому как бы я ему не особо доверяю. Но, конечно, я понимаю, что если сегодня, допустим, он попал в продвижение, условно, от каких-то активных деятелей, которые тратят здесь миллионы на продвижение всякого разного тут в Молдове, то, конечно, он может создать определенные проблемы для Санду, потому что все-таки, да, у него рейтинг сейчас упал до пола, но, знаете, как, когда на правом фланге очень большой объем вакуума, то есть там есть, конечно, Санду и Пас, которые занимают большую часть этого правого фланга. Но остальное это почти пустота, которую сейчас пытаются заполнить там многие, там вот это вот сборище, ну, сборище некрасивое слово, союз 4 партий, который пытается там занять свою нишу. В принципе, я говорил, что пожелаю им только успеха. Потом там другие вот всякие товарищи, которые тоже пытаются чего-то добиться. И, в принципе, Настас тоже, наверное, может создать какие-то дополнительные проблемы тем, что заберет пусть 1% электората, но понимаете, когда там будет 10 таких Настаса, и каждый заберет по 1%, вот уже Майя не победила в первом туре, вот он уже свою задачу сделал. Потом, не знаю, там подарит ему Шор большой крест, и Настасы поставит его у себя дома. Ну, кто понимает, о чем я говорю, про его период, когда он был министром МВД, и запомнился только тем, что установил в холле большое распятие. Так что вот такие вот у нас удивительные новости. Да, но выпуск в принципе, короткий, потому что пробежались быстро по всему, что надо. Друзья, не забываем поддержать нас лайками, репостами, поддержать финансово, у кого есть возможность. Ссылочка на партнерские программы есть под видео. И, может быть, даже со следующей недели запущу я новую одну программку. Надеюсь, она вам понравится. Это будет новый формат, это будет формат интервью. Я сейчас как бы дорабатываю последние детали, продумываю. Ни с кем, как говорится, придется, только ВИПы. И если не будет ВИПов, ну, тогда будет просто пропускать тот день. Но абы с кем уже я не хочу говорить. Хочу говорить с теми, кто там в топе, кто будет, может быть, участвовать в выборах президента, кто сегодня решает. При всем при том, что я не говорю, что эксперты чем-то как бы принижаю их уровень. Они, может быть, лучше, чем я. Но прошу прощения, но просто я считаю, что в год выборов надо слушать тех, кто участвует в этих выборах или близко к этому, и понимать, что они хотят. А с экспертами тут у нас и так, у нас на канале своих экспертов немало, и, может быть, даже еще прибавится. Так что вот так, все. Всем спасибо, что были с нами. Вам наилучших выходных. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Пока.